Здорово. Погнали. Первый акт. Поговорил с барменом я в кафе, потом с Рене. Он начал рассказывать, что он кое-что нашел. И, короче, все. Я в тюрьме. Туалетная решетка. О, господи, что я должен с этим делать? Лампа. Это светит и стоит на бочке. А, так это же лампа. Интересно. Койка. Довольно удобно для деревянных досок. Эти несколько грубо сколоченных досок были вашей постелью на протяжении, вы не знаете какого времени. Спартанская конструкция из голого дерева, наскоро сооруженная для какого-то другого бедолаги года назад. Заплесневелое старое покрывало милосердно прикрывает еще более гнилые доски. Взглянуть поближе на доски. Так, стянуть покрывало. Вы медленно поднимаете прогнившее покрывало, но кроме клопов под ним нет ничего интересного, или, по крайней мере, вы не замечаете ничего интересного. Жаль, я натяну его как было. Так, а если взглянуть поближе на доски, вы более внимательно оглядываете доски. Они старые, гнилые и скреплены длинными тонкими гвоздями. Или скреплены. Один из них торчит наружу, несколько сильнее остальных. Похоже, что кто-то расшатал его еще до вас. Вытащить гвоздь. 5 опыта. У вас получилось, вы стали богаче на целый гвоздь. Вы оглядываете камеру. Что бы с ним такого сделать? Крыса. Кс-кс. Не двигай. Нет нужного навыка рукопашный бой. Написано сообщение. То есть я не умею. Я не знаю, как убить крысу. Табурет. Круто. У него целых 3 ноги. Круто. У него целых... Колонна. Моя первая колонна. Человеческие останки. Возможно, он не любил картошку. А вот картошка. У самой койки вы видите полный ящик картошки. Любых размеров, больших и маленьких, и всех цветов. Картофельных. Похоже, она ждет кого-то, кто почистит ее. В этой камере у вас некоторое время не будет другой пищи. Я не собираюсь чистить картошку. Взять одну в качестве сувенира. Так, порыться в картошке. Вы роетесь в картошке. Засунув руку в ящик, вы обшариваете его. Внезапно вы чувствуете под пальцами что-то острое. Это должно быть для чистки картошки. Может быть, это нож? Попытаться вытащить его. Или... Осторожно, если он выскользнет из пальцев, придется снова обшаривать весь ящик. Так, попытаться вытащить его. Я же ловкий. Вы пытаетесь, но ничего не выходит. Вы теряете нож. Вы знаете, где он, но никак не можете ощупать. Очень хорошо. Мне не нужен никакой дурацкий нож. Я обойдусь и без него. А почему не поймал? У меня же там... вор называется. Давай возьму одну в качестве сувенира. Вы перебираете картошку. Это слишком мала, это кривая, вон та не похожа на картошку, а другая слишком похожа на картошку. Наконец вы замечаете лежащий в углу одинокий экземпляр. Вы рассматриваете его поближе и чувствуете, что этот кусок крахмала пригодится вам в будущем. Просто музейный экспонат. Она всегда может пригодиться. Я могу съесть ее в крайнем случае. Есть. Вы быстро прячете избранную картофелину в нагрудный карман. Рано или поздно я найду ей применение. Вы в этом совершенно уверены. Кусок проволоки. Если его правильным образом согнуть, он может служить отмычкой. Что до других применений, то сейчас как-то ничего не приходит в голову. Наверное, лучше оставить все как есть. То есть вот... Это он изогнул, интересно. Просто, судя по описанию, оставить все как есть. Хотя, наверное, он сделал. Он же достал гвоздь, а из этого сделал отмычку. Картошка. Это очень интересной формы, цветом напоминающий обычный камень, клубень картофеля. Изумительный источник крахмала и витамина С. К тому же, это благодарный объект для применения разнообразных художественных талантов. В основном таланта скульптора. К сожалению, ее боевые возможности близки к нулю. Разве что можно кого-нибудь отравить. 3 здоровья восстанавливает картошку. Так. Не собираюсь очистить картошку.
Вы с омерзением отворачиваетесь от ящика, вспоминая вашу юность, когда вы чистили померзшую норвежскую картошку на всю семью, включая 6 братьев. Никогда больше. Проносится в вашей голове. И все. А порыться в картошке снова? Если он выскользнет, придется снова обшаривать весь ящик. Вы пытаетесь, но ничего не выходит. И все. Опа. Осторожно, сантиметр за сантиметром вы достаете великолепный картофельный нож. Наконец-то вооруженный опасен. Радостно кричите вы, отчего крысы разбегаются по углам камеры. Ха, вы отпрыгиваете с ножом назад и становитесь в боевую стойку. Ха, фьють, вы делаете пару пробных взмахов, вы очень довольны собой. Я сделал именно вот эти вот движения. Ха и фьють. Выглядит даже удобнее, чем казарменная койка. Доски. Еще одна лампа, ведро. Я не могу, оно привинчено к полу. Маленькое ведерко. Ящики. Сгнил явно еще до войны. Так. Кухонный нож. Слегка заржавевший кухонный нож. Рукоятка у него короткая и неудобная, как оружие он бесполезен. Однако от ржавчины противник может получить заражение крови. Невероятно, даже ржавая железяка находит место в машине войны. О, и, конечно, его можно использовать и на кухне, если сначала отмыть. Холодное оружие, прочность 50. Требования 2, ловкость 1. А как меняется? Урон 2-2, только у меня нет рукопашного боя. 2-4. И теперь я могу драться. Что, собственно, я могу проверить на крысе. Иди сюда. У нее здоровье 5. Вот интересно, почему не может попасть? Сколько бы я ни пытался, крысу не получается замочить. Ладно. Дверь. Черт, выглядит прочной. Вы видите перед собой дверь. Или, по крайней мере, предполагаете, что видите, поскольку ваше поле зрения до сих пор полно звезд, туманностей и разнообразных черных дыр. Пытаясь не шевелить своей больной головой, вы старательно фокусируете глаза на двери. Она выглядит чрезвычайно прочной и, что еще хуже, кажется единственным выходом из этой сырой камеры. Приложить ухо к двери и попытаться расслышать, что происходит за ней. Смотровое окно. Посмотрим, может, что и высмотрим. Осторожно осмотреть замок. Это бесполезно. Если я тут посижу тихонько, может, меня выпустят досрочно за примерное поведение. Так, приложить ухо. Попытаться расслышать. Вы прикладываете ухо к двери. Несмотря на свою толщину, она полна щелей, через которые проникают тюремные звуки. Вы слышите, как пищат крысы, где-то капает обязательно в таких случаях вода, а издалека раздаются странные приглушенные звуки, которые ваш мозг неоднозначно идентифицирует как пытку. Однако над всем этим превалирует четкое недвусмысленное чавканье, исходящее из-за двери. Никаких сомнений, эти звуки издает охранник, который по обычаю всех охранников на дежурстве поглощает заныканный перед этим ланч. Можно прокричать: «Помогите, кто-нибудь, я не виновен, друг, выпусти меня отсюда». Ладно, вернусь-ка я в свою уютную соломенную постельку. Вернусь. Не буду шуметь. Так, смотровое окно, давай посмотрю. Через смотровое окно видно не так уж и много. Противоположная стена и кусочек пола. Вы слышите, как пищат крысы, где-то капает, никуда от нее не денешься вода, а издалека раздается странный Так, прикольно. Эй ты, подойди на пару слов. Истерично ржет охранник. Потом он бормочет что-то по-немецки, очевидно издеваясь над вами. Отворачивается и уходит доедать. «Ну погоди», — кричите вы, — «я тебе покажу». «Ну погоди, я тебе покажу». А вот если я играл бы за интеллектуала, то я бы не нашел отмычки. То есть я бы гвоздь вроде только нашел, я вот этого не знаю. Но
Можно было бы поговорить с охранником по-немецки, типа, чтобы он выпустил что-то такое. Так, ну а я осматриваю замок. Замок большой, прямоугольный и сделан из стали. Выглядит довольно примитивным. Возможно, он обязан своим происхождением раннему средневековью, ну, как и вся тюрьма. Попытаться взломать. Вы вынимаете отмычку из кармана и осторожно пытаетесь вскрыть замок. Вы не очень-то опытный медвежатник, так что это потребует времени. Нежно-нежно сжимая в пальцах болванку, вы пытаетесь поддеть ей защелку, но, к сожалению, она только скользит по заржавевшим частям механизма. «Спокойствие, только спокойствие», — шепчете вы при себе. «Такой замок для меня расплюнуть». Полностью успокоив себя, вы продолжаете. И в самом деле, еще немного, и раздается характерное клик, после чего дверь со скрипом начинает распахиваться. Свобода, наконец. Осторожно, тут могут быть фашисты. Охранник. Как обычно, на посту. На посту. Как обычно, на посту. А поговорить с ним нельзя. Поэтому я просто... Чё? Начина... А чё такое? Почему не бьет? Урон же повысился. Так. Я чего-то не знаю. Как обычно. А, один раз нужно нажать. А я тот еще парень. Думал, постоянно нажимать надо, ну потому что анимация странная. Я думал, что он бьет. Смотри, ни разу не попал. Так, бинт. А есть тут какая-нибудь возможность собрать все? Не, ничего не нахожу. Бинт. Совсем чистый, но может пригодиться. Бинт, херак. И обойма. Как выглядит обойма? Как мне ее рассмотреть здесь? А, вот она. Обойма Маузер. Грязный кусок бинта из армейской аптечки. На войне брезгливые не выживают. Плюс 7 хп. Ну и картошка. И обойма. Патроны обычный 7,92,57. Винтовочный Маузер. Урон минимальный 2, максимальный 12. Закрыто. Главное спокойствие. Закрыто, уже открыто. Так, какая карта? Хорошо, тогда сюда пойду сначала. Планка. Деревянная планка. Кое-кто заявлял, что любую игру можно пробежать с двумя вещами. Палкой и гранатометом. Вот вам палка. Гранатомет найдете позже. Стоит евро и вес 3 килограмма. Именно что евро, да не доллар. Это предмет, который не нужен. Это свет? То есть это прикол просто. Так, ведро. Водоносные приспособления. Превосходно, оно сделано из жести, крепкое, удобное и нержавеющее. Сразу ясно, что сделано в Германии. $12, 3 килограмма. Бочка. Осталось после смоления, мне кажется. Осталось. Понятно. Это ведро вроде где-то там может пригодиться, но я не уверен. Или если оно где-то и пригодилось бы, то там можно его найти будет, я не помню. Работа Если что, выкину это ведро. активного паука. Работа какого... Здесь нет ничего полезного. Это должно... Здесь нет... Так, конфискованных товарах ничего нет. Карта вроде бы какая-то примитивная, однако же прикольная. Не знаю, меня устраивает. Конфискованные товары. Только вот крысу не могу замочить, иди сюда, гнида. А возможно, вот это и есть автоматизация. Вот это та самая, как там? Где там настройки, я уже забыл, какая кнопка. Ленивый режим. Возможно, вот это, типа ты нажал и ждешь, пока просто противник сдохнет, понял?
не совсем чистый, но может Бинт. пригодиться. Бинт, парабеллум. Вино. Вот парабеллум. Да, здесь не очень легко еще, видишь, подбирать. Французское вино Шато де Бухло. Под пробкой какой-то зеленоватый налет. 5 хп. Этот пистолет, также известный как Люгер, один из самых классических пистолетов. Он известен своим необычным дизайном. Очень распространенная модель в немецкой армии. Удобный, легкий в использовании, удачная конструкция. Имеет неплохую точность, однако чувствителен к загрязнениям и низкокачественным патронам. Оружие подходит для ближнего боя. Калибр такой-то, патроны такие-то, $63, класс пистолеты, прочность, ловкость 5, интеллект 4. То есть я могу его использовать, но нужен навык. Класс пистолеты нужно. Бинты на всякий случай, да, поставлю, хотя первым делом, наверное, я когда увижу, что у меня тратится... Ты понял? Слушай, а вино стоит пить? Или стоит продать? Типа лучше уж есть картошку. Да, если сюда не переложить, вот это все не используется. Если сюда ничего не перекладывать, тогда ничего использоваться не будет. Да, блин, постоянно хочу крысу замочить, но случается вот так. Ну и ты понял, да? Вот такие вот тут бои. А представь врагов в 5 раз больше. Или в 6. А ты просто вот так вот рубишь. Ты просто изрезаешь человека. Корочка хлеба. Просто вырезаешь его нахер. Недоеденный кусок хлеба, слегка заплесневелый, зато богатый живыми культурами. Он должен укрепить мой организм. Согласно Ницше, то, что не убивает меня, делает меня сильнее. А прикол еще в том, что... Может быть, это и было так задумано, можно так приколоться. Как задумано? А вот так. Что ты будешь вот в таких вот боях участвовать постоянно. Типа в этом и прикол. Ты стоишь и изрезаешь ножом просто противника. Пойду наверх. Сейчас крысу получится зарезать? Нет, она какая-то неуловимая. У нее, наверное, тоже ловкость, как у меня, прокачана. Так, вот это что? Ящики. В них сыр. Возьму немного на память. Ящики. Высший сорт местного бри. Говорят, во Франции каждая деревня производит собственный сыр. Поближе ознакомившись с его составом, вы предпочитаете не есть его, а также начинаете понимать, почему французы относятся к сыру примерно так же, как и к духам. Плюс 2 здоровья, $26. Вес 3 килограмма. Это что за кусок там? 3 килограмма вес. Хера себе. Ящик. В них... Смотри, правой кнопкой нажимаешь, появляется сыр. Перегружен. Я не знаю, что это значит. Наверное, я не смогу бежать. А нет, вот эту парашу я съем, пожалуй. А потом уже пойдет сыр. А вот бинт трогать не буду. Хотя я не знаю, вообще в меня кто-нибудь попадет или нет. Ладно. Да, бежать не могу. Выкинул немного сыра, чтобы бегать. Блин, заманил двоих. Давай руби, что стоишь? Оба здоровых, да? Ладно. Смотри, попадают. Ну ничего, ничего. Вот нажимаю. Покушал. Нормально. Нормально. Собрал остатки сыра, который я выбрасывал. Опа. Яган. Странно. Закрыто
должно быть на 4 замка. Ну, как минимум на 1, но крепкий. Закрыто. Странно. А я как этот не могу? В чем прикол? Я выпил вино, у меня килограммы были увеличены. Да, я думал такой, почему? Я покушал, выпил все и смотрю, такой, о, я сейчас не перегружен. А сейчас перегружен, потому что действие вина кончилось. Прикольно. Об этом эффекте я не знал. Здорово, охранник. То есть надо было сначала вниз пойти вообще, по идее. Ну, направо точнее. Нож сломан. Дай мне нож. О, уровень дали. Так, а если вот так? Ну, бинт есть, хорошо. Обойма парабеллума, хорошо. Так, новый уровень. Ну, наверное, нужно что-то поднять, блин, потому что у меня оружия нет. Нож сломался. Рукопашный бой, винтовки, ножи и более сложные безделушки. Все это может подвести вас в решающий момент. Умелое использование собственных кулаков, а иногда и зубов, может спасти вам шкуру. Способность причинять урон голыми руками. Маленькие, аккуратные, смертоносные штучки – ваш конек. Вот что подходит утонченной натуре, наделенной душой художника. Идеально смотрится с элегантными перчатками из телячьей кожи. Способность использовать короткоствольное оружие. Винтовки – оружие для людей, которые не любят активный отдых. Что толку бегать от одного врага к другому, когда их всех можно перестрелять, не покидая комфортабельного кресла. Способность использовать винтовки. Все, что шипит, дымит и взрывается, было вашим хобби в школьные годы. Почувствуйте себя снова подростком и превратите уборную вражеского гарнизона в феерию света и звука. Способность находить, избегать или обезвреживать все виды взрывчатки. Скрытность. Вы молчаливый зверь, прячущийся во тьме. Вы невидимы для врагов и тещи. Враг имеет меньше шансов увидеть персонажа. А это распространяется на этого. Иоганн будет бегать со мной. Так. А я даже не знаю, хочу я пистолет или нет. Хотелось бы так, чтобы... Мне просто интересно, что будет дальше. То есть какой навык мне поставить просто. Блин, но пистолетом я все равно должен уметь пользоваться, да? Поставлю пистолет. Так, и теперь надо... Ой, я не то беру. Вот, обойма. Ящики какие-то. Давай, сюда подойди. Побыстрее, да? Чем ножом. И ничего мне не выбросил. 6 патронов на него понадобилось. Что за прикол? Почему? Что так много-то? Иди сюда. А если поближе встать? Урона больше начинает? Не понял. Так. Вино, обойма. И вот маузер выпал. Но, блин, без этого пистолета я бы маузер не добыл. А вот опыт мой. А вот у меня и перегруз. Вот она, гнида. Охранник. Нет, столько же урона. Это что, криты? Добил. Опять на маузер, смотри, все на эту. На винтовку. А, вот еще каска не заметил. Каску дай. Стандартная каска солдата вермахта. Дает приличную защиту от шрапнели. Сила 5, ловкость 4, защищенность +1.
Перегружен. Защищенность, смотри, 4 уже. Может быть, нафиг это ведро. Все равно перегруз будет. Дверь. И вон там решетка еще. Черт, закрыто. Черт, черт. Закрыто. Из-за нее определенно слышны... Вы видите крепкую дубовую дверь. Она выглядит очень похоже на дверь камеры, в которую вы угодили после удара по голове. Рядом с дверью вы замечаете лежащую болванку ключа. Инстинктивно вы поднимаете ее, затем оглядываетесь. Сомнений нет, крики пытаемого человека слышатся из этой камеры. Посмотреть в окошко. Вы на цыпочках подходите к двери и осторожно заглядываете в смотровое окно. Вы видите камеру, напоминающую ту, с которой вы свели знакомство ранее. Она такая же грязная и сырая, и оборудована того же сорта простой кроватью. Вы видите прикованного к одной из стен человека, которого узнаете немедленно. Это ваш друг Пьер. Должно быть, вы застали его во время перерыва между пыточными сеансами. 2 агента гестапо снова приближаются к нему. Сплюнув, младший из них поднимает голову Пьера, а второй начинает задавать ему вопросы. Послушать, что они говорят. «Ну», — кричит старший из гестаповцев на свою жертву, — «ты будешь говорить нам, где спрятать карта?» Второй дознаватель хватает его за волосы и сильно встряхивает. Пьер моргает заплывшими глазами и пытается сглотнуть. «Я ничего вам не скажу. Это не для вас», — хрипит он, сопротивляясь своим мучителям. «Вас, ду Швайнхунд». Тут они начинают еще сильнее избивать Пьера. Продолжать смотреть. Из последних сил Пьер пытается выдержать удары, обрушиваемые на него 2 палачами. На секунду ваши глаза встречаются через окошко, и у вас появляется странное чувство, хотя это и маловероятно, что ваш друг узнал вас за дверью камеры. Вскоре после этого Пьер издает приглушенный крик, и его мучители наконец отходят от него. «Так ты хочешь знать, где карта, которую дал мне генерал?» — кричит Пьер, обращаясь не к ним, а к двери, за которой вы стоите. «Ты правда хочешь это знать?» — добавляет он, поднимая свою окровавленную голову, глядя им в лицо налитыми кровью глазами. На лицах фашистов начинают проступать выражения триумфа. Сосредоточить все свое внимание. «Так я тебе скажу», — говорит Пьер холодным, спокойным, сдержанным голосом. Фашисты пристально смотрят на него. «Карта, которую дал мне генерал, не предназначена для простых смертных». Его глаза потухают, и тело начинает сотрясаться в приступах саркастического смеха. «Да», — с новыми силами кричит Пьер. «Не для смертных», — продолжает он со злобным огнем во взгляде. «Ты понял?» — кричит он между взрывами все более безумного смеха. «Если тебе нужна карта, тебе придется повидаться с Господом и попросить у Него». Он сошел с ума, он полностью сошел с ума. 2 гестаповцев смотрят друг на друга, и вместо триумфа на их лицах сменяет безмерная радость. Они дружно набрасываются на Пьера, они избивают его еще чудовищнее, чем раньше, грязно ругаясь, и бьют до тех пор, пока он не теряет сознание. Его тело безвольно повисает в цепях. Оба агента гестапо останавливаются и смотрят на него, тяжело дыша. «Он жив?» – спрашивает младший старшего, который подходит к Пьеру, чтобы проверить его состояние. «Жив», – отвечает тот. «И что теперь?» – неуверенно спрашивает молодой. «Что скажет генерал?» «Заткнись», – рычит старший. «Ты бы лучше беспокоился о том, что скажет капитан Хагенбах». При звуках этого имени они оба ощутимо вздрагивают, как будто температура в камере упала градусов на 30. «Генерал?» – думаете вы удивлен. «Генерал?» – думаете вы удивленный. «Должно быть местное начальство». Вы вспоминаете их непредвиденный визит в кафе «Аннет». Интересно, кто такой этот капитан Хагенбах? Может быть, удастся подслушать еще что-нибудь интересное? Вы придвигаетесь ближе к двери. 2 нацистов смотрят друг на друга в молчании. Они, очевидно, продолжили бы свою беседу, если бы их не отвлек шорох, идущий, а откуда же еще, с вашей стороны. «Тихо», — шипит старший гестаповец, уставившись прямо на дверь. «Там кто-то есть. Убери отсюда лягушатника, а я позабочусь о нашем госте», — говорит он, снимая оружие с предохранителя. «Черт», — шепчете вы, — «этот колбасник выглядит как профессионал, я могу не справиться с ним. Бежать». «И как далеко?» «Ну вообще, да, это...» «Так, вот ключ.
Какой-то он квадратный. Интересно, он от обычного или висячего замка? Ага, возможно, это ключ уже вот отсюда. Короче, этот чел, видимо, явно намекал, Пьер, на то, что у меня... Не у меня, мне нужно идти... О, вот она карта. Я не знаю, куда идти. Это тюрьма сейчас. Европа. Мне нужно будет куда-то прийти, и там я найду карту. Что-то увидеться с Господом. Церковь, что ли? Закрыто. Открыл. Вино. Осмотреть это все нельзя. Так. Смотри, прикол. У меня же вылетела ошибка. Я начал переигрывать. После того, как я взял нож, подбежал снова к картошке и смотри. Вы берете первую же попавшуюся картофелину и кусаетесь ее ножом. О, тяжесть выбора. Вырезать что-нибудь. Вы смотрите на картофелину с новых позиций. Теперь это не просто грязный пыльный клубень. Вы видите ее совершенно в другом свете, а она будет у вас большой художественный потенциал. Вы чувствуете настойчивую тягу к карьере скульптора, увековечивающего себя в бронзе и мраморе. А для начала и картошка сгодится. Вырезать бюст Гитлера. Помахав некоторое время ножом, вы ухитряетесь добиться того, чего хотели – карикатуры на Адольфа. Особенно вы довольны тем, что додумались оставить немного кожуры для прически и характерных усов. Вы отодвигаете скульптуру и любуетесь ею издалека. Диктатор, запечатленный в картошке, выглядит не таким уж и грозным. Я знал, что у меня талант, но лучше выбросить ее, не хочу в газовую камеру. Прикольно. А можно еще... Так, а теперь просто чистить картошку. Раз, два, три, не успели вы оглянуться, как у вас оказывается целая горсть мокрой картофельной шелухи. Ну вот, шелуха, думаете вы. Нафига мне нужна картофельная шелуха? Вы бросаете ее на пол. Доволен. А еще тут есть разный сыр. Есть сыр Гауда, высший сорт местного бри. Говорят, во Франции бла-бла-бла, к духам. А, описание то же самое. Но видишь, есть сыр Гауда, а есть сыр. Сыр Гауда подороже и восстанавливает больше здоровья. А в этот раз еще мне выпал набор инструментов. Инструментальная сумка содержит в себе отвертку, маленький напильник, коробку гвоздей, молоток и универсальную смазку. Хорошо подходит для текущего ремонта оружия. Цена 5. Починка оружия плюс 45. Что это значит? А, типа 45 единиц. Восстановить можно всего. В этот раз мне нужно починиться, и я могу сделать это во время боя. Вот 14%. 7 из 50. Набор инструментов, шлеп, нажал, 100. Смотри, в этот раз мне охотничий нож выпал. Набор инструментов выпал. Что за прикол? Типа, в тот раз я в принципе не мог драться. Как будто бы. Хоть я и прошел. Короче, интересно получилось. Смотри, выпал кухонный нож. Охотничий нож, а у него прочность выше. Этот нож определенно имеет лучшие боевые характеристики, чем его кухонный аналог. Он используется для сдирания шкуры с оленей, кроликов, зайцев и других симпатичных зверушек, скачущих по лесам и полям. Холодное оружие, требуется сила 5 и ловкость 4. То есть разница только лишь в прочности. Тут 50, а там 70. А может быть еще в, смотри, урон 2-4. Вот так менять можно? Да, так можно, отлично. 2-4 тоже 2-4. А я, кстати, да, не прокачался. А я даже и не знаю, кстати, что теперь качать, потому что у меня тоже и нож есть. Может быть, я не знаю, что этот парниша умеет. Который с нами будет бегать, вот этот Иоганн. Я вначале уже, конечно же, побегал немножко, перед тем, как все начинать записывать. И нормально. Не сдох. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот и похавали. Можно похавать и картошку. Вот 2 очка, пожалуйста.
вернуться за сыром. Сначала, конечно же, я добью тот нож, который у меня уже ржавый. Так, вино. Можно вот так сделать, чтобы освободилось место под вино. Сохранюсь, чтобы опять... Может быть, с ним поговорить и не бежать дальше. Воздух пропитан вином, хотя это выражение и не в силах полностью описать тот запах, который вы ощущаете, входя в подвал. Скорее, это смесь многих вин, и выдержанных, и молодых, смешанная с ароматом дубовых бочек и характерным, слегка гниловатым благоуханием, которым может похвастаться любой винный погреб, отпраздновавший свое 300-летие. Вы замечаете странную фигуру, расположившуюся между пробкой, которой заткнут бочонок, и полом. Это немец, который либо выглядит мертвым, либо мертв, либо мертвецкий пьян. Проверить состояние здоровья солдата. Интересно, вооружен ли он? И какой ужас, этот солдат просто свинья, он грязный и плохо пахнет, я не подойду к нему. Интересно, вооружен ли он? Вряд ли он вооружен чем-нибудь, кроме солидного уровня алкоголя в крови, или скорее наоборот. Ладно, все равно придется поговорить. «Встать!» – кричите вы ему в ухо. Ваш голос гулко гремит в тишине погребка и вызывает такое эхо, что вы опасаетесь перебудить всех немцев в округе. Тем не менее, лежащий перед вами полутруп солдата вермахта не выказывает ни малейшей реакции. Похоже, попытка пробудить в нем интерес к выполнению своего долга перед отчизной провалилась. Однако несколько секунд спустя, ей-богу, парень начинает двигать руками и ногами, хотя он явно не в состоянии определить ни количество, ни предназначение собственных конечностей. «Ну вот, пожалуйста», — шепчете вы. Либо скорость звука здесь равняется 1 метру в секунду, либо этого парня здорово контузило. Подождать, пока он осознает свое положение относительно Вселенной. О, встал. Объект вашего наблюдения сучит рукавами и ногами, как перевернутый жук. Потом он пытается встать, но он то ли не знаком, то ли знаком только в теории с законами физики, поэтому быстро проигрывает неравный бой с гравитацией. Он тяжко рушится на каменный пол. «О, майн копф!» выдает он, после чего с приглушенным стоном сжимает свою голову. Немного погодя, он открывает глаза и пытается сфокусировать их на вашем лице. Вы видите, однако, что несмотря на верно выбранное направление взгляда, парень все-таки промахнулся и созерцает теперь точку метрах в 4 позади вас. Он сдается и закрывает глаза, но мгновенно открывает их снова, очевидно, напуганный мессершмиттовскими пропеллерами, которые прятались у него под веками. Ну ты и надрался. Как твое имя, солдат? Иоганн фон Гогенхейц, 11-й полк, 4-я рота. Он тупо смотрит на вас. Дальше не помню. Он обезоруживающе улыбается. Пока что мне это сходит с рук, говорит он. Я сижу здесь уже 3 дня, практически не просыхая. Надеюсь, это никогда не кончится. Похоже, ему что-то вдруг пришло в голову. Пристально посмотреть на него. А что, собственно, ты здесь делаешь? Он удивленно смотрит на вас. Быстрым движением он достает пистолет у себя из-за спины. «Отвечай», — резко приказывает он, направляя на вас оружие. А я хотел проверить оружие у него. «Я продаю эти замечательные кожаные плащи». «Быстро. Бежать. Я совершаю побег из камеры, в которую засадил меня твой тупица-генерал». «Так и скажу». Говорит немец, прицеливаясь. «Впрочем, мне уже все равно». Он нажимает курок и... Краткая молитва. «О нет, пожалуйста, я имею в виду... Найн, бита. Подумай как следует о том, что ты Прикуривает сигарету Юна, вытащенную из заднего кармана. Вы издаете гигантский вздох облегчения. В конце концов, он же штрафник. А это страшные люди, когда не спят. Да я ни на минуту не поверил. А почему это тебе все равно? Спрашиваете вы. Тьфу, ну и шуточки у тебя. Интересно, что ж у тебя за причины для тоски, помимо непрекращающихся запоев? Почему это тебе все равно? Иоганн дарит вас похмельным взглядом. Ты знаешь, меня все достало. Это война, моя часть, этот подвал, жалуется он. Строго между тобой, мной и этими стенами я сыт по уши ихними прекрасными винами. Я же простой солдат, кипятится он. Я предпочитаю простые напитки, сливовую водку, просто водку, а не какое-то выпендрежное шато дай ла-ла-лай. Лай-ла-лай. Да ладно, не преувеличивай. Хорошее вино, это не так уж и плохо. Должно быть, путешествуя вместе с армией, ты неплохо повидал мир. Иоганн уныло сопит. Да уж, мир. Это место дыра, она воняет тухлым французским сыром, а я сижу здесь уже 100 лет. Слушай, он наклоняется к вам.
Если ты найдешь способ вытащить меня отсюда, поверь мне, я могу оказаться очень полезным. Нам придется достать тебе кое-что, какие-нибудь фальшивые документы. Ладно, я подумаю. Пока. Ты с ума сошел? Мне не нужен какой-то пьяный фашист. Да, конечно, погнали. Подожди минуту. Иоганн хватает вас за плечо. Ты когда-нибудь пытался выйти отсюда? Он лукаво улыбается вам. Да нет, в общем-то. А к чему? Точно, клянусь жизнью, я понятия не имею, где тут выход. Могу ли я рассчитывать на твою помощь? Конечно, начинает он. Я выведу тебя из этого подвала, но только при условии, что ты возьмешь меня с собой. Он подозрительно смотрит на вас. Не беспокойся, я тебе действительно пригожусь. Я могу вести дневник для тебя, продолжает он саморекламу. Все, что тебе придется сделать, это сообщить мне, что с тобой случилось до встречи со мной. Вы размышляете об этом? Несмотря на то, что он раздолбай и пьяница, такой человек, как Иоганн, мог бы пригодиться. Ладно, давай, Иоганн, уходим отсюда. Или можно сказать, нет, я думаю, не время сейчас обзаводиться лишним багажом. Да, конечно, погнали, еще и дневник будет вести. Почитать я люблю, я это записал, говорит. Notes. Да, буква N. Странные музыканты, а это вот... На рыночной площади в Аннет сидят трое парней, они похожи на музыкантов. Никогда не знаешь, когда может понадобиться помощь музыкантов. Поговорив с Рене, мы узнали, что наш любимый бармен невероятно страдает. Причина его страдания в недостатке одной необходимой каждому французу вещи. И это не свобода или там, на худой конец, независимость. Все гораздо прозаичнее. У него кончился сыр. Да, он выразил желание купить любое количество этой вонючки, которое мы сможем ему доставить. Можно сделать хороший бизнес. Эдит меню. До последнего времени я думал, что французские женщины, это официантка походу, это такие существа с двумя ногами и двумя руками. Однако сегодня в кафе Аннет мы встретили невероятную официантку. Что касается ее внешности, руки и ноги меркнут по сравнению с ее главными атрибутами. Я думаю, вы понимаете, о каких деталях я говорю. На одной из них, деталей, была табличка с именем, поэтому я знаю, что ее зовут Эдит Меню. Как зовут другую деталь, я не знаю. А еще она окружена облаком божественных духов. Должно быть работа лучших французских мастеров в этой области. Допрос. Этот друг босса тоже попал в подвалы под штабом гестапо. Это про Пьера. Босс умудрился подслушать его допрос. Ну вот, это Иоганн пишет обо мне. Этот друг босса, то есть мой друг, тоже попал в подвалы под штабом гестапо. Босс умудрился подслушать его допрос. Нацисты спрашивали о какой-то чертовой карте. Странное дело, босс сказал, что у него было такое впечатление, будто Пьер адресовал свои ответы скорее ему, чем допрашивающим. Возможно, он каким-то образом заметил, что кто-то подслушивает под дверью. Пьер сказал странную вещь о карте, будто бы она теперь принадлежит Богу и не может попасть в чужие руки. Я не знаю, расценивать ли эти слова как бред безумца или как подсказку о том, где спрятана карта. И Ausweisbitte. Не то чтобы я ною, босс, но я хотел бы напомнить вам, что мне срочно необходимо обзавестись фальшивыми бумагами. Я не для того вытаскивал вас из той вонючей каталажки, чтобы просто так болтаться в этой дыре. Итак, нам надо как можно скорее раздобыть эти поддельные документы, иначе великий вермахт, мой бывший босс, не выпустит нас из страны. Я должен был это прочитать после того, как вы выбрались из этой каталажки. А вот и... Иоганн, у него что, рубль? Магазин для пистолета, пистолет, ящик оружейника, инструментальный ящик оружейника. Если вы хотите нарезать ствол или исправить механизм гашения отдачи, действуйте. Вы ограничены только своей фантазией. Большой вмещает 350, в отличие от вот этого 45. Интересно, тут одежда... У меня все забрали одежду, не могу посмотреть прочность. Одежда тут ломается, нет, параметр. Ага, у него нет ножей, но у него есть рукопашный бой и пистолеты. Хорошо, тогда ты будешь стрелять из пистолета. Починку ты пока выложишь сюда. Бинт тоже, я думаю. А вот магазины давай. А почему так? Потому что... А что у тебя по параметрам? Потому что я сейчас сыром его награжу. Ну и вот именно об этом я говорил, когда рассказывал об этой игре с точки зрения менеджмента инвентаря. И вот так, я думаю, наверное, надо съесть картошку, чтобы она просто не мешала. Вот, а теперь я не это хотел.
У меня в прошлый раз вылетело, когда я пытался открыть то ли это, то ли карту, не помню. Так, ты... У меня силы больше. Выносливость, ловкость у него 7, аж. Ловкость у него аж 7. Интеллект у него такой же, выносливость у него... У него побольше здоровья, да. Обаяние столько же, скорость, я побыстрее. Ну, то есть он поживучий. Он просто живучий меня. Но, смотри, у него инвентарь какой. Видимо, из-за того, что у него вот этот его плащ, у него типа больше места. Наверное, я не знаю, как это объяснить. Так, он перегружен? Почему ты перегружен? А, у него сила маленькая, да. Ему, значит, надо... Значит, надо силу качать. Но если патроны кончатся, ему по-любому тоже что-нибудь с ножами надо. Ему нужны и силу, и холодное оружие. Ну, по крайней мере, рукопашный бой есть. Ему нужна сила. Мне, наверное, я не знаю, ну просто вот это 60 килограмм. Смотри, здесь можно дальше качать ловкость. Или можно поднять силу. Все остальное мне, в принципе, можно и здоровье поднять. Но и вот это тоже надо. Потому что у меня только ножи. Надо подумать. Я просто люблю все таскать, и мне нужна сила. А маленькие килограммы мне это не нравится. Потому что, ты понял, я могу носить много вещей, но легких. Вот. Может быть, правда, еще кто-нибудь ко мне присоединится, я не знаю. Но какого хера вот это тут? Просто, видишь, кому-то, короче, надо будет таскать. Ему, я думаю, побольше надо будет. Ему, я думаю, надо будет силу. Может быть, пока не торопиться? Пока медленно походить? А что у него вообще? А, у него пистолет. Так, а я отсюда сбежал, потому что там эти, да? Ага. Так, корочка хлеба, планки, вино, ящики, картошка. Это все твоя камера такая огромная? Да, это вот все, вся карта. Дверь. Охранник. Вот его мы сейчас. Давай, давай, руби. Он еще и на меня отвлекся, отлично, потому что я рядом, наверное. Все, зарубил. Так. Обойма. А, ну можно еще вот так смотреть. Да, еще один нож. Еще один ремонтный набор. Патроны тебе. Но знаю, что я хотел. Я хотел... Еще можно же поговорить с ним. Иоганн, верный товарищ. Иоганн, верный товарищ. Он становится тем вернее, чем больше на вашем пути спиртного. Но за истинную дружбу всегда приходится платить. Он подходит к вам. Эй, босс, что новенького? Вопрос, как вы полагаете, адресован вам. Как ты думаешь, где мог Пьер спрятать таинственную вещь, за которой охотятся немцы? Иоганн почесывает свою щетину. Я понял, может, он его закопал где-нибудь? Закопал? Сомневаюсь. Но вообще-то, с другой стороны, может, стоит подумать о такой возможности. Постой, он хватает вас за руку. У меня тоже есть вопрос, говорит он с укоризненным видом. Когда мы наконец займемся поисками бара? Я смертельно хочу выпить, и я не для того бросал вермахт, чтобы проводить кучу времени, бегая неизвестно зачем. Ладно, Иоганн, расслабься. Тебе необходимо как-то обуздать эту вредную привычку. Занят. Ладно, вывини меня из этих погребов. Здорово, а то мне тоже уже надоело, зевает Иоганн. Мгновение он нежно теребит пальцами губы, потом объясняет. На самом деле это легко. Тебе надо немного пройти прямо, потом повернуть налево, потом немного вниз и... Тьфу ты, не спеши так. Ё-моё. Хорошо, что я сохранился, поэтому перепроходить не надо было. Значит, через его диалоги... А, блин. Здоровенный охранник. 51 у него. 51 очко здоровья. Даже попал по мне. Гнида. Набор инструментов. Да, в этот раз мне выпало немного другое. У меня ножа теперь нет. Но у меня есть... Я пистолет нашел. И когда наводишь на пистолет, нажимаешь R, разряжается.
Так, ну да, можно полечиться. Можно... Да мне можно особо и не париться насчет того, что сколько у меня там сыра и того и сего, потому что в меня редко попадают. Хотя вот я, ну не знаю, наверное, не вес себе прежде всего поднял бы, а здоровье. Короче, мне нужно определиться, да, какое оружие. Сначала какое оружие вкачать. И только после этого... Тебе конец. Давай ко мне подходи быстрее. Он перегружен, поэтому он медленно идет. Но у меня новый уровень снова. Хотя подожди, с новым уровнем все равно растет здоровье. Нормально. Тогда может и не надо мне. Ну просто будет повыше, да. Иди сюда, порежу. Да я видел, что у меня поломался, но я его и кулаками могу дорубить. А вот так чинить можно? Нажал. 100. А, в смысле? То есть очки не отнимаются, он сразу сжирается весь, потому что там сколько было процентов, там мало. О, прикольно, конечно, вы. Ладно. Пусть будет так. Вот, чтобы уже 2 очка есть. Не знаю, просто винтовки поставить, или пистолеты тоже, или рукопашный бой. Ну вот удачи нет, скорость нет, обаяния, да, нет, здоровья, да, в принципе, тоже нет. Интеллект, вот силу. Может быть, силу для того, чтобы побольше... Ну ты понял. Или можно ловкость еще вкачать, чтобы по мне вообще не попадали. Ладно, я не знаю, поэтому пока просто оставлю это так. Все будет зависеть от оружия, которое появится у меня. Нормально, 2%. Человека рубанул один раз, 2% снимается. Мощно, да? Бинтик. Да, и надо будет вернуться за сыром. Обязательно. Блин, тут их 2. Ну, не страшно. Надо дорубить. А теперь их 3. Все, нечего. Умирай. Все. Набор умельца там, что-то какой-то. И сыр. Вот набор умельца. Сумка ветеринара. Кожаная сумка ветеринара скрывает в себе множество таинственных вещей, вроде жидкости от овечьего метеоризма или 40-сантиметрового шприца. Все для лечения коз, поросят, лошадок и других симпатичных зверушек. Сгодится и для лечения несложных человеческих ран. Плюс 45. Аптечка такая. И корочка хлеба. Я хотел тебя попросить, в бою держись ко мне поближе. Вот что я хотел. Держись от меня в стороне во время боя. У него же пистолет. Как скажете, босс. Вот. Вот что я хотел. Так, корочку хлеба. Вино, патроны и бинт. А, вот так вот. Сожру хлеб, сожру картошку. А сыр поставлю вот сюда. Так, патроны от пистолета вот этому. Сохраняюсь и иду дальше. Привет. Охранник. Ишь ты, забегал. Забегал.
Чуть-чуть осталось. Давайте, давайте, молодцы. Вот теперь. И тоже 100. То есть там 45, у меня 51. Полечил. 100. Ну, починил. Как это? Может на проценты не смотреть, смотреть на прочность. Что-то я... Ну да. Да, это очки, а это проценты. Все. Ферштей. Патроны, опять обойму. Ну все на маузер. Черт, закрыто, черт. А чё, вообще никак, ничем? Занятная личность. Черт. Серьезно? Не знаю, как у нас получится. Потому что у него 135 килограмм, он вообще идти будет? Вроде идет. Шеф, подожди. Ну просто здесь самый конец. Вот почему я решаюсь на такую авантюру. Себе я место оставил, потому что вдруг что? Выпадет. Дошел. Тайный агент гестапо. Охранника сначала, он слабее. Порубил. Отлично. Причем он мочил моего. 14:32. Но он остался жив. Вот так можно. Бинт. Набор инструментов. И еще один парабеллум. Шеф, подожди. Осмотреть ничего нельзя. Ну все, надо валить. Все, валим. Выведи меня из этих погребов. Вывел.